Вы когда-нибудь видели небоскреб на дереве? Нет, это не декорации к фильму и не фантазия сумасшедшего архитектора. В американском штате Теннесси был построен самый большой дом на дереве в мире, гигант, высота которого превышала 80 футов. Его создал человек, чья профессия никак не была связана со строительством, священник по имени Гораций Берджес. Все началось в 1993-м, когда Гораций уверял, что получил знак свыше — построить дом, который станет больше, чем просто жилищем. И он начал. Без официального плана, без чертежей, без команды строителей. Все, что у него было, это древесина, гвозди, молоток и неуемное желание создать нечто великое. Он использовал только переработанные материалы, старые доски, выброшенные лестницы, разобранные сараи. Дом разрастался год за годом. Внутри появились десятки комнат, огромная спиральная лестница, балконы и даже полноценная церковь, вмещающая до 100 человек. В центре конструкции находился массивный белый дуб высотой более 80 футов, вокруг которого выстраивалось все здание. Дополнительно конструкцию поддерживали еще 6 крепких дубов, превращая ее в целую деревянную крепость, парящую среди ветвей. Но вот вопрос, насколько безопасно жить в таком доме? Ведь это не просто избушка, это настоящий небоскреб на деревьях. Долгое время дом оставался открытым для туристов, исследователей и просто любопытных. Он стал местом паломничества для верующих, символом творческого духа и экспериментальной архитектуры. Однако в 2012 власти закрыли его для посещений. Здание не соответствовало никаким строительным нормам. А затем произошла катастрофа. В 2019-м дом объял пожар. За считанные часы он превратился в груду пепла. От некогда величественного сооружения остались лишь обгоревшие балки и пепельный след среди деревьев. Дом министром — это история о мечте, которая вышла за пределы возможного. Он был больше, чем просто дом. Это было произведение искусства, место веры и символ человеческой смелости. Сегодня его больше нет, но воспоминания о самом большом доме на дереве в истории останутся навсегда. Зеркальный куб, невидимый дом в лесу, Швеция. Шаг за шагом, и перед вами возникает призрак. Дом, которого нет на картах, но который отражает саму душу леса. Хотя секунду назад его не было. Это не иллюзия и не игра света. Это зеркальный куб, самый загадочный дом в мире, который буквально исчезает среди деревьев. Этот дом — часть Tree Hotel, сети уникальных отелей на деревьях в Швеции. Проект разработан шведскими архитекторами Темом и Видигордом. Его основная идея — создать дом, который сливается с окружающим миром, становясь практически невидимым. Конструкция представляет собой куб со стороной в 15 футов, подвешенный между деревьями на высоте около 20 футов над землей. Его стены выполнены из специального зеркального стекла, которое отражает все вокруг. Деревья, небо, облака. В солнечный день он словно растворяется в воздухе, а ночью, когда включается внутренняя подсветка, превращается в светящийся объект, висящий среди ветвей. Но возникает логичный вопрос: если стены зеркальные, не врезаются ли в них птицы? Архитекторы предусмотрели это. Стекло покрыто специальным ультрафиолетовым слоем, который невидим для человека, но отчетливо различим для птиц. Это делает куб безопасным для окружающей среды и обитателей леса. Внутри все выглядит совершенно иначе. Деревянные панели, приглушенный свет, минималистичная мебель. Обстановка создана для полного слияния с природой. Здесь есть небольшая спальня, компактная кухня и стеклянная терраса, с которой можно наблюдать за дикой природой. Это не просто архитектура, это магия, где человек становится тенью в зеркале природы. Вуднест — дом-кокон в сердце норвежского леса. Среди сосен, чьи вершины пронзают небо, затаился кокон. Не насекомого, а человека, решившего стать частью древнего леса. Он не стоит на земле и не висит на тросах. Он буквально растет из ствола дерева. Это Вуднест — деревянный кокон, который сливается с природой так, будто был здесь всегда. Этот уникальный домик, расположенный в окрестностях города Одда, был создан архитектурной студией Helen and Hart в 2020-м. Архитекторы задумали проект, который позволил бы людям буквально жить на дереве, но при этом не вредить ему. Инженеры разработали специальную конструкцию. Дом крепится к стволу с помощью металлического каркаса, который распределяет вес и не мешает дереву расти. Вуднест расположен на высоте около 15 футов над землей. Внешне он действительно напоминает гигантский кокон. Обшитый деревянной черепицей, он выглядит как естественная часть леса. Внутри лаконичный скандинавский минимализм, теплые деревянные стены, панорамные окна, скрытые светильники, встроенная мебель. Но что самое впечатляющее — это панорамный вид. Дом расположен на холме, и из окон открывается захватывающая панорама Хардангер-фьорда. Здесь нет телевизоров, нет лишнего шума, только природа, ветер, шелест деревьев и бескрайние просторы. Вуднест — это не просто отель, это не убежище.
Это место для тех, кто хочет отключиться от суеты, спрятаться в лесу и почувствовать, каково это — быть по-настоящему свободным. Сосновая шишка — дом, подвешенный между гигантскими секвойями. Его не поддерживают балки. Нет привычных опор. Он подвешен между гигантскими деревьями, словно легкая сосновая шишка, застывшая между ветвей. Этот дом — проект калифорнийской архитектурной компании A2 Tree House, специализирующийся на экологичных постройках. Его вдохновила сама природа, точнее форма сосновой шишки, чья структура идеально приспособлена для жизни в лесу. Конструкция состоит из металлического каркаса, который обтянут деревянными панелями. Самое впечатляющее — дом держится на стальных тросах, закрепленных за стволы многовековых секвой. Внутри просторное помещение со стеклянными стенами, которые открывают потрясающий панорамный вид на лес. Но как в таком доме живется? Вопреки ожиданиям, внутри он невероятно устойчив. Инженеры учли все возможные нагрузки. Даже сильные порывы ветра не заставят его раскачиваться. Здесь есть электричество, автономное отопление и даже мини-кухня, так что проживание в доме сосновой шишки — это комфорт в сердце дикой природы. Здесь будущее уже наступило. Дом, где гравитация уступает место гармонии. Он не разрушает природу, не требует вырубки деревьев. Он подстраивается под нее. В мире, где урбанизация поглощает все больше лесов, такие проекты показывают, что можно жить в гармонии с природой, не разрушая ее. Ну а если вы тоже живете в гармонии с природой и мечтаете о доме среди деревьев, обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работы и услуг от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Мечтать о доме среди деревьев — это одно, а воплотить ее в жизнь, сохранив баланс между смелостью замысла и надежностью конструкции, задача для настоящих мастеров. Но вернемся к нашим историям. Готовы увидеть дом, который бросает вызов гравитации? Домики Трихетин. Скандинавская сказка среди деревьев. Глубоко в лесах Норвегии среди вековых сосен спрятаны 3 необычных дома. Они не стоят на земле. Они возвышаются среди деревьев, будто выросли из стволов. Это Трихетин — комплекс деревянных домиков, созданных для тех, кто мечтает провести время в полном единении с природой, но не готов отказаться от комфорта. Эти дома были построены норвежцем Тором Эриксоном. Он сам спроектировал их и построил своими руками. Главная идея проекта — создать уютные и теплые убежища среди леса, где можно отдохнуть от городской суеты. Каждый домик уникален и имеет свое название: Вороний замок, Совиное гнездо и Орлиный приют. Их форма и расположение действительно напоминают птичьи гнезда, укрывшиеся среди ветвей. Домики расположены на высоте от 20 до 25 футов, закреплены на мощных деревянных сваях и связаны между собой подвесными мостами. Внутри тепло, уют и минимализм. Деревянные стены, большие панорамные окна, мягкие пледы и свечи, создающие атмосферу скандинавского хюгге. В каждом домике есть электричество, печь для отопления, удобная кухня и даже горячий душ, что делает проживание комфортным в любое время года. Но главная фишка Трихетин — это окружение. Здесь нет дорог, машин и городского шума, только тишина леса, свежий воздух и полный релакс. Гости могут заниматься хайкингом, рыбачить в озере неподалеку, собирать ягоды и грибы или просто сидеть на террасе с чашкой горячего кофе, наблюдая за природой. Это возвращение в сказку, где даже взрослые снова верят в чудеса. Место, где время замедляется, где можно почувствовать себя частью леса, где современный комфорт сочетается с первозданной природой. Если вы мечтали о домике в лесу, но не хотели бы строить его сами, Трихетин может стать вашей личной сказкой среди деревьев. 4 парящих дома в лесу, немецкий эксперимент с гравитацией. Словно корабли из будущего, застрявшие в кронах деревьев, 4 дома бросают вызов земному притяжению. Это Der Waldkuben — уникальный жилой комплекс в немецком лесу, который выглядит как декорация к фантастическому фильму. Проект был разработан архитектурным бюро Baumraum и представляет собой 4 идентичных домика длиной по 13 футов, подвешенных на стальных колоннах высотой около 12 футов. Это не просто дома на деревьях. Это эксперимент в области современной архитектуры, который доказывает, что жилье может быть легким, воздушным и практически незаметным среди природы. Каждый дом выполнен из натурального дерева, а его фасады покрыты специальной защитной пропиткой, чтобы дерево выдерживало любые погодные условия. Внутри минимализм в чистом виде. Деревянные стены, встроенная мебель, огромные окна, которые пропускают максимум света.
В темное время суток домики превращаются в светящиеся парящие капсулы, создавая почти мистическую атмосферу. Но каково жить в таком доме? Ощущение напоминает отель будущего среди леса. Современная инженерия, абсолютная экологичность и максимальная гармония с природой. Эти дома полностью автономны, у них есть солнечные батареи, система сбора дождевой воды и утепление, позволяющее комфортно жить даже зимой. Der Waldkuben — это архитектурная фантазия, ставшая реальностью. Он показывает, как технологии могут изменить представление о жилье и доказывает, что дом может быть невидимой частью природы, а не вторжением в нее. Детские домики своими руками, когда мечта становится реальностью. Каждый ребенок мечтает о собственном домике на дереве, тайном убежище, где можно играть, мечтать и прятаться от взрослых. Но что, если не ждать подарка от судьбы, а взять и построить такой дом самому? В России есть люди, которые не только воплотили эту мечту в жизнь, но и сделали ее доступной для других. Один из таких проектов — детский домик в Саратове, который родители построили для своих детей прямо во дворе частного дома. Все началось с идеи создать уютное место для игр. Но в итоге проект вырос в полноценный мини-домик с окошками, лестницей и даже небольшой террасой. Дом закреплен на мощных деревянных опорах, что делает его безопасным и устойчивым. Но еще интереснее история Веры Михацкой, которая решила построить настоящий сказочный домик для своего сына в лесу. Используя подручные материалы, она возвела небольшой деревянный коттедж, полностью вписанный в окружающий ландшафт. В домике есть мини-камин, книжные полки, теплые пледы и даже миниатюрная кухня, где можно греть чай и устраивать посиделки. Самое удивительное, такие постройки не требуют огромных затрат. Многие используют старые доски, строительные отходы, ненужную мебель, придавая вещам новую жизнь. Главное — вдохновение и немного терпения. Детские домики — это не просто игры. Это школа креатива, пространство для творчества, место, где дети учатся строить, фантазировать и даже брать на себя ответственность за свой маленький мир. И, возможно, среди этих ребят растут будущие архитекторы, которые когда-нибудь создадут нечто по-настоящему грандиозное. Лапочкино гнездо. Уют среди березовой рощи. Россия. Домик на дереве – это всегда что-то дикое, приближенное к природе. Но что, если превратить его в настоящий отель с камином и панорамными окнами? В Подмосковье есть такое место — Лапочкино гнездо. Уютный комплекс, спрятанный среди березовой рощи, где можно уединиться от городской суеты и полностью раствориться в атмосфере тишины. Эти домики не просто деревянные коробки среди деревьев. Это комфортные мини-коттеджи, стоящие на массивных опорах, но создающие эффект парения среди ветвей. В каждом номере есть удобная кровать, небольшая кухня, отопление, Wi-Fi и, самое главное, панорамные окна, из которых открывается вид на лес. Одна из главных фишек Лапочкиного гнезда — зона релаксации. Здесь можно не просто переночевать, но и посетить спа, согреться в деревянной сауне или насладиться чашкой кофе на террасе, наблюдая за медленно падающими снежинками или осенним листопадом. Этот проект создан для полного уединения. Здесь не слышно машин, нет суеты, только пение птиц и запах свежего дерева. Это место для тех, кто хочет отключиться от реальности, насладиться покоем и снова почувствовать гармонию с природой. Жить на дереве не значит отказываться от комфорта. Лапочкино гнездо доказывает, что можно сочетать дикость природы с удобствами современной жизни, создавая идеальное пространство для отдыха. 3 истории. Сказочный город на дереве. Канада. Город, рожденный из сказок, башни, мосты и шпили, сплетенные ветрами в кронах тысячелетних гигантов. Нет, это не иллюзия и не декорации к фильму. Это 3 истории. Уникальный комплекс из 3 домов, расположенный на одном гигантском дереве в парке The Enchanted Forest в Британской Колумбии. Этот проект задумывался как тематическая достопримечательность, но его масштабы превзошли все ожидания. Конструкция достигает 50 фут в высоту. Это почти 5-этажный дом, который словно парит среди ветвей. Здесь есть винтовые лестницы, подвесные мостики и балконы, с которых открываются потрясающие виды на дикие леса Канады. Каждый из 3 домиков оформлен в своем стиле. Один напоминает замок из фэнтези-книг, другой похож на охотничий домик гномов, а 3 на средневековую сторожевую башню. Внутри деревянная мебель, уютные каминные зоны, полки с книгами и множество деталей, создающих атмосферу сказочного мира. Этот комплекс стал одной из главных достопримечательностей Канады, привлекая туристов, мечтающих хотя бы на время почувствовать себя жителями волшебного леса. Но что делает его действительно удивительным, это то, насколько органично он вписан в природу. Дома не просто стоят среди деревьев, они буквально сливаются с ними, становясь частью лесного пейзажа. Если бы вам предложили провести ночь в настоящем волшебном доме на дереве, смогли бы вы отказаться? Ресторан Yellow Tree House. Обед в парящем коконе. Новая Зеландия. Вы когда-нибудь ужинали в воздухе? В Новой Зеландии есть место, где можно поужинать, сидя в огромном деревянном коконе, подвешенном на дереве.
Это Yellow Tree House, ресторан, выстроенный среди ветвей гигантской секвойи. Этот уникальный проект был разработан архитектурным бюро Pacific Environments и построен всего за 3 месяца. Конструкция напоминает огромную бабочку-кокон, окутанную деревянными ламелями, через которые пробивается солнечный свет. Вечером, когда включается подсветка, ресторан превращается в светящийся шар, зависший среди деревьев. Расположенный на высоте 12 футов, ресторан вмещает до 30 гостей одновременно. Внутри деревянная мебель, мягкий теплый свет, открытая кухня, откуда доносится аромат свежеприготовленных блюд. Но главное — это вид. С высоты открывается потрясающая панорама на густые леса Новой Зеландии, создавая ощущение полного слияния с природой. Но как устроена конструкция? Дом построен из экологически чистых материалов, включая тополиные планки и переработанную древесину. Он полностью автономен, использует энергию солнца и дождевую воду, а его вентиляция и освещение сделаны так, чтобы минимально воздействовать на окружающую среду. Этот ресторан не просто место для еды. Это уникальный опыт, который сочетает гастрономию, архитектуру и природу. Здесь можно почувствовать себя частью живого леса, сидя в уютном коконе среди ветвей. Разве не романтично провести ужин на высоте птичьего полета? Сфера свободного духа. Подвесные капсулы среди леса. Канада. Представьте, что вы семечко одуванчика, застрявшее в паутине ветвей. Так рождаются сферы свободного духа. Добро пожаловать в Free Spirit Spheres, серию уникальных сферических домов, подвешенных среди деревьев в лесах Ванкувера. Эти дома не стоят на земле, они болтаются в воздухе, создавая ощущение полного отрыва от реальности. Проект был разработан канадским инженером Томом Чудли. Он вдохновился строительством парусных лодок, где каждая деталь создается так, чтобы выдерживать сильные нагрузки, и применил те же принципы к своим домам. В результате появились небольшие деревянные капсулы, идеально сбалансированные, прочные, легкие, но при этом удивительно уютные. Каждая сфера сделана из натурального дерева, кедра или ели, обшита специальным покрытием и подвешена на 3 или 4 прочных тросах, закрепленных за мощные деревья. Эти тросы позволяют капсуле слегка раскачиваться, создавая эффект, словно вы плывете в воздухе. Внутри все, что нужно для жизни: мини-спальня, складные столики, встроенные шкафчики. Главное впечатление — это окна, расположенные по всему периметру, через которые можно наблюдать лес сверху, как будто вы в гнезде огромной птицы. Сферы свободного духа — это не просто дома. Это новый взгляд на архитектуру, где человек не разрушает природу, а становится ее частью. Здесь нет фундамента, нет вырубки деревьев, только гармония с окружающим миром. Хотели бы вы заснуть в капсуле, раскачивающейся среди деревьев с видом на бескрайние леса? Дом Такаши Кобаяши. Японский минимализм на высоте. Если в Европе и Америке дома на деревьях чаще напоминают игровые убежища, то в Японии их строят как настоящие произведения искусства. Один из самых знаменитых примеров — проекты Такаши Кобаяши, архитектора, который превратил строительство домов на деревьях в философию. За свою карьеру он построил более 120 уникальных домов, но один из самых известных — это кубический дом на дереве в лесах Атами. Это не деревянная избушка, а современный минималистичный куб, который словно завис между ветвями. Философия Кобаяши проста. Человек не должен вторгаться в природу, он должен сливаться с ней. Его проекты не просто опираются на деревья, они растут вместе с ними. Конструкции разработаны так, что дерево может продолжать расти, а сам дом лишь мягко облегает его ствол, не повреждая. Дом в Атами выполнен из легких, но прочных материалов, чтобы минимизировать нагрузку. Внутри тепло, уют, минимализм, белые стены, деревянные панели, огромное окно, через которое открывается панорамный вид на зеленые склоны. Этот проект больше, чем просто жилье. Это медитация, искусство взаимодействия с природой, архитектура, которая не подавляет окружающую среду, а становится ее продолжением.